Алина в свои 15 лет больше всего на свете мечтала перестать стесняться собственного отражения. Еще пару лет назад ее кожа была обычной, но постепенно лицо покрылось воспалениями. Сначала она не придавала этому большого значения, думая, что все пройдет само. Но прыщей становилось все больше. Они появлялись на щеках, подбородке и лбу, оставляя после себя красные следы. В школе Алина старалась не привлекать к себе внимания. Она перестала фотографироваться с подругами, а перед зеркалом проводила по полчаса, пытаясь скрыть недостатки тональным кремом. Иногда ей казалось, что окружающие смотрят только на ее лицо. Из-за этого она стала более замкнутой и неуверенной в себе. Мама поддерживала дочь и вместе с ней искала способы решения проблемы. Сначала они купили специальные гели и мази из аптеки. Затем Алина стала пользоваться дорогими средствами для ухода за кожей, соблюдала диету, отказалась от сладкого и газировки. Некоторое время она принимала таблетки, которые назначил врач, но заметного результата не было. Иногда становилось немного лучше, а потом воспаления возвращались снова. За несколько месяцев Алина успела попробовать множество рекомендаций из интернета, хотя мама старалась ограждать ее от сомнительных советов. Девочка уже не знала, что делать дальше. Она переживала, что так будет всегда. Особенно тяжело было перед школьными праздниками и встречами с друзьями, когда хотелось чувствовать себя красивой и уверенной. Однажды после очередной консультации врач предложил пройти дополнительное обследование и обсудил с семьей возможные методы лечения. После анализов и рекомендаций специалистов было принято решение о проведении курса процедур, связанных с переливанием крови. Алина немного волновалась, но надеялась, что это поможет. Первые изменения она заметила не сразу. Постепенно воспалений становилось меньше, кожа перестала так сильно краснеть, а новые высыпания появлялись все реже. Через несколько месяцев Алина с удивлением смотрела в зеркало. Лицо стало значительно чище, а следы от старых прыщей начали постепенно исчезать. Тогда она впервые за долгое время почувствовала себя счастливой. Алина снова стала фотографироваться с подругами, улыбаться и перестала прятать лицо за волосами. Позже она поняла, что главное – не заниматься самолечением и доверять свое здоровье врачам. Именно после курса процедур, связанных с переливанием крови и наблюдения специалистов, ей удалось избавиться от проблемы, с которой она безуспешно боролась долгое время.